Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам на 21 июня. Поговорим о церковном календаре, уделим внимание иконам Божьей Матери, которые чествуются в этот день в православии. Также уделим внимание народному календарю и поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день. 21 июня Православная Церковь отмечает память великомученика Феодора Стратилата, покровителя православных воинов. Этот святой почитается за свою твердую веру и мужество, проявленные в испытаниях и страданиях за Христа. Святой Феодор Стратилат родился в III веке и служил военачальником в римской армии. Стратилат, что значит военачальник, указывает на его высокое положение и заслуги в военном деле. Однако, несмотря на свою военную карьеру, Феодор был глубоко верующим христианином, что привело его к мученической смерти. Феодор открыто исповедовал свою веру в Христа, за что был арестован и подвергнут жестоким пыткам. Император Ликиний пытался заставить его отречься от Христа, но Феодор оставался непреклонным. В результате он был казнен в 319 году. Его мужество и непоколебимая вера сделали его примером для многих поколений христиан. Православная Церковь отмечает память великомученика Феодора Стратилата дважды в год – 21 февраля и ровно через 4 месяца – 21 июня. Эти дни напоминают верующим о его подвиге и служат временем для молитв и духовного размышления. Особенно важно отметить 21 июня, когда Церковь вспоминает чудо, связанное с образом святого Феодора в Сирийской церкви, возведенной в его честь недалеко от Дамаска. Одно из самых значимых чудес, связанных с именем великомученика Феодора Стратилата, произошло в храме, построенном в его честь в Сирии, неподалеку от Дамаска. Этот храм был захвачен сарацинами и использовался ими как жилище. Однажды кто-то из сарацин по неосторожности или намеренно выпустил стрелу в изображение святого Феодора. На всеобщее удивление, из места, куда вонзилась стрела, начала течь живая кровь. Это чудо произвело глубокое впечатление на всех, кто его видел. Вскоре все сарацины, жившие в храме, один за другим погибли. Это событие было воспринято как божественное вмешательство и еще больше утвердило верующих в почитании святого Феодора. Свидетельство об этом чуде сохранилось у преподобного Иоанна Дамаскина и святителя Анастасия Антиохийского, что подтверждает его историческую достоверность и важность для православной традиции. Святой Феодор Стратилат почитается как покровитель православных воинов. Его мужество, воинская честь и глубокая вера служат вдохновением для многих поколений воинов, которые обращаются к нему с молитвами о защите и поддержке в трудные моменты. Во время войн и сражений православные воины молятся святому Феодору, прося его о защите и помощи. Жизнь и подвиг святого служат примером мужества, верности и стойкости вере. В дни памяти святого в храмах совершаются специальные богослужения, посвященные его подвигу и чудесам. 21 июня Православная Церковь отмечает сразу несколько значимых праздников, связанных с почитанием икон Божьей Матери. В этот день верующие обращают свои молитвы к иконам Урюпинской, Ярославской и Адигютрии Кирилла Белозерской. Каждая из этих икон имеет свою уникальную историю и значение, которые важны для духовной жизни православных христиан. Икона Божьей Матери Урюпинская является одной из самых почитаемых икон в России. Она известна своими чудотворными свойствами и особой духовной силой, которая помогает верующим в самых разных нуждах. Икона была явлена в городе Урюпинске Волгоградской области. По преданию, икона была найдена в кустах вербены, что и дало ей имя. С тех пор икона стала центром паломничества, привлекая верующих со всей страны, которые приходили поклониться ей и попросить о помощи. Икона Урюпинская прославилась своими чудесами, особенно в исцелении больных. Многочисленные свидетельства рассказывают о выздоровлениях после молитв перед этой иконой.
Икона помогает в различных жизненных ситуациях, даруя утешение и поддержку тем, кто искренне верит в ее силу. Икона же Божьей Матери Ярославская имеет намного долгую историю, тесно связанную с городом Ярославль. Эта икона является символом защиты и покровительства Божьей Матери над городом и его жителями. Согласно преданию, икона была принесена в Ярославль в XIII веке. С тех пор она стала одной из главных святынь города. Икона спасала город от многочисленных бедствий, включая вражеские нашествия и эпидемии, укрепляя веру жителей и заступничество Божьей Матери. Икона Ярославская известна своими чудесами, связанными с защитой от бедствий и врагов. Она является символом мира и безопасности для всех, кто обращается к ней с молитвами. Многие верующие отмечают случаи исцеления и помощи в трудных жизненных ситуациях после молитв перед этой иконой. Икона Адигетрия Кирилла Белозерская почитается в Кирилло-Белозерском монастыре, одном из древнейших и значимых монастырей России. Название Адигетрия переводится как «путеводительница», что подчеркивает ее роль в духовной жизни верующих. Икона была принесена в Кирилло-Белозерский монастырь в XV веке и с тех пор занимает важное место в духовной жизни обители. Она связана с именем преподобного Кирилла Белозерского, основателя монастыря, который считал ее своей покровительницей и защитницей. Икона Адигетрия Кирилла Белозерская известна своими чудесами, связанными с духовным просвещением и путеводительством. Она помогает верующим найти правильный путь в жизни и укрепиться в вере. Молитвы перед этой иконой помогают в решении сложных жизненных вопросов и духовных сомнений, даруя мир и гармонию. В народном календаре 21 июня отмечается Федоров день, или, как его еще называют, Федот Стратилат, Федор Летний и Федор Колодезник. Этот день почитается за свои особые традиции и приметы, связанные с колодцами, ключевой водой, которая в это время считается особенно целебной. Федоров день совпадает с празднованием памяти великомученика Феодора Стратилата, который почитается как покровитель православных воинов. В народной традиции этот день приобрел особое значение, связанное с колодцами и источниками воды. Мастера, занимавшиеся рытьем колодцев, были в центре внимания, а сам процесс поиска воды сопровождался различными приметами и обрядами. Федоров день считался одним из самых удачных дней для рытья колодцев. Мастера, которые специализировались на этом ремесле, были особенно востребованы и почитаемы. Они ценились на вес золота, так как умели находить воду даже в самых, казалось бы, неподходящих местах. Вечером накануне праздника мастера оставляли на земле большие сковородки. Утром они проверяли, какая из них запотела больше остальных, что служило указанием на наличие воды в этом месте. Этот древний метод позволял определить наилучшее место для рытья колодца. Считалось, что 21 июня ключевая вода обладает особыми целебными свойствами. В этот день люди старались умываться такой водой, чтобы укрепить здоровье и очиститься от болезней. Вода из нововырытых колодцев считалась особенно благоприятной и полезной. Одной из основных примет этого дня был утренний туман. На заре крестьяне выходили во двор и наблюдали, а куда же ложится туман и где его больше всего. Это место считалось идеальным для рытья колодца. Как только такое место находилось, звали мастера и начинали работу. Вода всегда играла важную роль в жизни людей, особенно в сельской местности. Колодцы и ключевые источники обеспечивали деревни чистой питьевой водой, необходимой для хозяйства и повседневной жизни. Вода символизировала жизнь, чистоту и здоровье. Именно поэтому такие дни, как Федоров день, были окружены множеством обрядов и примет, направленных на поиски и использование воды. В народных поверьях вода 21 июня наделялась особыми магическими и целебными свойствами. Считалось, что умывание такой водой приносит не только физическое здоровье, но и духовное очищение. Люди верили, что вода, собранная в этот день, способна лечить раны, избавлять от болезней и приносить удачу.
Мастера, умевшие находить воду и рыть колодцы, пользовались большим уважением. Их работа требовала не только физической силы, но и особых знаний и навыков. Важно было уметь читать землю, понимать природу и знать, где можно найти воду. В память о таких мастерах 21 июня стал днем, когда их труд особенно почитался. Люди благодарили их за способность обеспечивать деревни жизненно важной водой и передавали свои знания из поколения в поколение, поддерживая традиции и ремесло. Сегодня многие традиции и обряды, связанные с Федоровым днем, утратили свое значение. Тем не менее, этот день продолжает оставаться символом уважения к воде и тем, кто умеет ее находить и сохранять. Память о старинных методах и приметах живет в народной культуре и передается как часть исторического наследия. Федоров день, отмечаемый 21 июня, богат на приметы, связанные с погодой и урожаем. Наши предки наблюдали за природными явлениями и делали выводы о предстоящем сезоне сенокоса и урожая. Эти приметы передавались из поколения в поколение и играли важную роль в сельской жизни. Одной из главных примет дня Федора была гроза. Если 21 июня начиналась гроза, это предвещало сложный сенокосный период. Дожди могли начаться в разгар работы и затянуться надолго, а это создавало серьезные трудности для крестьян. Федор Стратилат грозами богат. Это говорило о том, что если на Федоров день гремит гром, лето будет дождливым и непредсказуемым. Такая погода могла сильно усложнить работы по заготовке сена и других сельскохозяйственных задач. Большое количество облаков на небе в этот день также не предвещало ничего хорошего. Старцы знали, если небо затянуто тучами, лето будет капризным и изменчивым, чередующим засуху и дожди. Это могло привести к проблемам с урожаем, так как растениям нужно было достаточное количество солнечного света и влаги в нужное время. Если полевые вьюнки опускали головки, это указывало на скорый дождь. Если утром было много росы, день обещал быть теплым и солнечным. Роса в это время года считалась добрым знаком, предвещающим благоприятные условия для роста растений. 21 июня отмечаются именины Василия, Ефрема, Константина, Павла и Федора. Люди, носящие эти имена, согласно народным поверьям, отличаются хорошим характером. Они добры, милосердны и умеют помогать в трудную минуту. Хотя деньги их не особенно любят, их кошельки редко бывают пустыми. Это отражает народное убеждение в том, что истинное богатство заключается не в материальных благах, а в доброте и взаимопомощи. Федоров день или день великомученика Феодора Стратилата отмечается 21 июня и богат на традиции и обряды, которые передавались из поколения в поколение. Поэтому недаром этот день был посвящен почитанию колодезников, использованию целебной силы воды, а также очищению дома и души от всего ненужного и негативного. Поэтому, вы знаете, считалось, что в этот день хозяйки должны были готовить угощения для колодезников, приглашая их к столу. На столе должны были быть овощи, картофель, соленья, оставшиеся с прошлого года. Это был такой вот символический жест благодарности за их труд. Считалось, что вода из 7 разных колодцев обладает невероятной целебной силой. Поэтому люди набирали такую воду, пили ее и умывали лицо, веря в ее способность укрепить тело и душу. Девушки особенно ценили эту воду за ее способность делать кожу красивой и свежей. Федоров день также был днем очищения и избавления от всего ненужного, как материального, так и духовного. В этот день люди избавлялись от ненужных старых вещей, которыми давно не пользовались. Эти вещи либо раздавали нуждающимся, либо выбрасывали на помойку. Это символизировало очищение дома и подготовку к новому этапу жизни. 21 июня на Руси было принято просить прощения и отпускать старые обиды. Люди старались анализировать свои поступки, находить причины своих неудач и несчастий и в том числе освобождаться от негативных эмоций.
Фёдоров день люди придавали особое значение тому, что они носят. В этот день было принято надевать только яркие цветные вещи. Это символизировало радость, позитив и открытость к новым возможностям. Женщины вешали на шею кулоны в форме солнца, что символизировало связь с солнцем, светом и жизненной энергией. Считалось, что в Фёдоров день вода обладает особенной силой, способной исцелять и укреплять. Тяжело больных людей рекомендовалось купать в воде, набранной из 7 колодцев. Считалось, что это помогает быстрее выздороветь и восстановить силы. Люди умывались ключевой водой, чтобы укрепить здоровье и повысить свою привлекательность. Кроме того, в этот день люди старались проанализировать свои поступки, чтобы понять причины своих несчастий и неудач. Это помогало им находить внутренний покой и гармонию. В этот день также наши предки уделяли особое внимание определенным запретам и правилам, соблюдение которых, как считалось, могло обеспечить благополучие и удачу. Рассмотрим подробнее, что нельзя делать в этот день и почему. Согласно приметам, в Фёдоров день категорически не рекомендуется делать подарки малознакомым людям. Считалось, что вместе с подарком можно передать свое счастье и удачу. Поэтому в качестве благодарности за проделанную работу лучше давать деньги, а не сладости, алкогольные напитки или другие вещи. Благодарите за помощь или работу деньгами, что символизирует уважение и признание труда, не передавая тем самым личную удачу и благополучие другим. Фёдоров день обладал особой энергетикой, в которой все мысли, витающие в голове, способны материализоваться. Негативные мысли могут привлечь неудачи и проблемы, поэтому важно сохранять позитивный настрой и думать только о хорошем. Отгоняйте негативные мысли и сосредоточьтесь на позитивных. Желайте добра, счастья себе и окружающим. Также народные приметы запрещают сидеть без дела. Этот день следует провести в работе, убираться в доме, ремонтировать поломанное, заниматься рукоделием или кулинарией. Важно, чтобы трудились и дети, и взрослые. Поэтому займитесь сегодня полезными делами, которые вы давно откладывали. Уборка, ремонт и другие домашние хлопоты помогут провести день продуктивно и привлечь удачу. Пересчитывать мелкие купюры в этот день – плохая примета. Считается, что это может привлечь трудности с деньгами. Кроме того, Фёдоров день не рекомендуется давать в долг и проводить финансовые сделки, так как они просто-навсего будут неудачными. Поэтому избегайте пересчета мелких денег и не занимайтесь финансовыми операциями. Это поможет вам избежать финансовых проблем и привлечь благополучие. Вода, набранная из колодца в Фёдоров день, обладает целебной силой и предназначена для питья и приготовления пищи. Использовать ее для умывания и уборки дома не следует, за исключением тяжелобольных, которые рекомендуется купать в воде из 7 колодцев. Также в этот день не стоит давать обещания, так как велика вероятность того, что их не удастся исполнить. Это может привести к испорченной репутации и даже разочарованиям. Вот такой, друзья, у нас с вами день, 21 июня, по народным приметам, традициям и обрядам. Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, друзья! Услышимся в следующем видео.